очень все красиво, вкусно, интересно. Всем привет, с вами Галя Карен, и сегодня я отправляюсь в очередное путешествие на португальский остров Мадейра. На этом острове всегда бывать приятно, там хорошая погода, очень красивый по природе остров. Но сегодня я хочу выяснить, почему хорошо поехать туда на Новый год, и постараюсь вам рассказать много интересного. Из Барселоны нет прямого рейса, приходится лететь с пересадкой. Сегодня мы летим через Лиссабон до Фуншала. И, кстати, Барселонский аэропорт считается самым посещаемым, самым красивым в Европе. Через него проходит 40 миллионов человек. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получать уведомления о новых публикациях. Мадейра, древесный остров, это часть большого архипелага, принадлежащего Португалии, находится в Атлантическом океане, недалеко от Африки. Здесь два населенных острова. Собственно, сама Мадейра со столицей в городе Фуншал и другой остров Порту-Санту. Остальные острова являются дикими и незаселенными. Первое упоминание о Мадейре приходится на начало 15 века, когда кораблекрушением сюда прибило корабль известного мореплавателя Жоана Зарку. Команда отправилась исследовать остров. Они думали, что их прибило к Африке, но удивились, что он находится на необитаемом острове. Уже через год Португалия снарядила экспедицию, и через несколько лет, примерно через 20 лет, остров стал заселенным и принадлежит Португалии. На острове бывать приятно. Собственно, одна из причин, почему здесь хорошо встретить Новый год, потому что погода здесь всегда ровная, мягкая, примерно 17 градусов круглый год. Летом, конечно, немножко жарче. Вот одна из причин, почему сюда стоит поехать на Новый год. Но, несмотря на то, что погода прекрасная, она немножко коварная. Выглядывает солнце – жарко. Чуть солнце заходит за тучку – холодно. Начинает дуть ветер, можно простудиться на раз, два, три. Собственно, когда я была здесь первый раз, у меня так и получилось. Поэтому всегда с собой рекомендую носить смену одежды, чтобы обязательно было чем утеплиться. Номера в отеле прекрасно оборудованы. Есть прекрасный шкаф, также есть уголочек для того, чтобы попить чай, кофе. В мини-баре бесплатно приносят пиво, кока-колу, воду. Отличный вид с балкона. Есть также уголок, где можно посидеть и поработать за компьютером для тех, кто привез компьютер. Ванная комната достаточно просторная. Здесь есть и душевая кабина, и ванная. В общем, очень рекомендую этот отель. У отеля такая территория, что за территорию отеля можно не выходить. Здесь есть все. Несколько бассейнов, набережная, развлекательные центры, рестораны. И, что самое главное, все включено. В городе Фуншал находится музей Криштиану Рональду. Самый известный игрок современности родился на Мадейре. И здесь находится его скульптура и музей под названием CR7 по тому номеру, под которым играл Криштиану Рональду. Он на самом деле на любителя. Этот музей больше для фанатов футбола и самого Криштиану, но посмотреть разок стоит. Здесь собраны вещи, подаренные Криштиану, письма поклонников, какие-то его кубки,
одежда, достижения. То есть посетить стоит. Вход в музей 5 евро. И посмотрите, сколько народу собирается, чтобы сфотографироваться около его скульптуры. Очень советую посетить этот музей не только фанатам Криштиану Рональду, но и вообще всем любителям футбола. Он очень милый и домашний, этот музейчик. Здесь много атрибутики, посвященной Криштиану, его призы, личные вещи, подарки от фанатов, от разных компаний. Даже есть шоколадная статуя. Здесь можно сфотографироваться с Криштиану, виртуально играющим в футбол. Также здесь находится небольшой магазинчик, где можно купить спортивные вещи с его личным номером. Очень рекомендую для посещения. Даже можно увидеть вот такие вот забавные вещи, как шоколадная статуя Криштиану. Кстати, музей сравнительно молодой. Он открылся всего в 2013 году и стал настоящей достопримечательностью для поклонников Рональду и футбола в целом. Ведь футболист считается гордостью Мадейры и символом ее успеха. Музей Криштиану Рональду – это не просто коллекция наград одного из величайших футболистов современности, но и отражение его невероятной карьеры, силы воли, феноменальной воли к победе, лидерских качеств, которые вдохновляют миллионы людей по всему миру. Кстати, по периметру музея находятся экраны, рассказывающие коротко биографию Криштиану Рональду. Вообще на Мадейре Криштиану – это национальный герой. Его именем даже назван аэропорт. Криштиану Рональду родился в бедной семье. Его отец был садовником, а мать – поваром. Сначала он начал играть на улице. В 8 лет поступил в местный клуб «Насьонал». Затем в Академию спортинга, где его в 2003 году заметили скауты ведущих европейских клубов, и начался взлет его карьеры. В 18 лет Рональдо переезжает в Англию и начинает карьеру в одном из самых известных клубов мира – Манчестер Юнайтед. Пик его карьеры приходится на игру в клубе Реал Мадрид с 2009 по 2018 год. Далее он играл в Ювентусе и по настоящее время, несмотря на возраст, играет в команде Аль-Насср. На его счету 5 золотых мячей, 5 лиг чемпионов, множество национальных титулов. Он является лучшим бомбардиром Португалии. Один из персональных рекордов Рональду – наибольшее количество голов в международных матчах. Стиль игры Рональду – это физическая мощь, отличная скорость, точность удара и выдающаяся техника. Сейчас Криштиану не только талантливый спортсмен, но и успешный бизнесмен. За его сердце боролись и борются множество красивых, успешных женщин мира. Одна из них была российская модель Ирина Шейк. Достижения Криштиану Рональду оставили неизгладимый след в истории спорта. I start to close my eyes. No good at goodbyes. I feel your body burning on my mind. Улица Санта-Мария в Фуншале является одной из старейших и самых колоритных улиц города. Когда-то это были трущобы, но примерно в 2011 году по инициативе городских художников улица стала одной из самых ярких. Теперь ее называют улица расписных дверей, потому что художники соревнуются в своем мастерстве и расписывают улицу и двери на этой улице. На стенах и дверях порой располагаются целые произведения искусства. Художники очень хорошо знакомы с классической школой рисования. И не только. На улице Санта-Мария полно
маленьких миленьких ресторанчиков, в основном рыбных. И вот мы в одном из них. Называется Орегиональ. Пробуем местные блюда. Я пью вино верде, молодое зеленое вино. И вот это вот лапаш, местное блюдо. Катаплана – это традиционное португальское блюдо. На самом деле это так называется посуда, в которой готовятся эти блюда. Как правило, это морепродукты, реже свинина. Блюдо, характерное для Португалии, имеет форму закрытой раковины. То есть это традиционная такая часть португальской кухни. Кстати, Мадейра – это пункт назначения морских круизов. В Фуншал приходит большое количество лайнеров. Новогодняя иллюминация на Мадейре – это как раз один из тех пунктов, почему стоит отмечать Новый год здесь. Иллюминация привлекает туристов со всего мира. Этот праздник славится захватывающими шоу и фейерверками, грандиозной атмосферой. Остров преображается в волшебный мир, и полюбоваться этим можно всю первую неделю Нового года. Мадейра просто прекрасна вся, но полуостров Сан-Лоренсо – это что-то. Это один из самых красивых и живописных уголков ее, известный своими ландшафтами и скалами. Он является частью природного парка и важной туристической достопримечательностью. Привлекает множество хайкеров, любителей пеших прогулок, фотографов, тех, кто ищет красивую природу. Добраться можно 20 минут от Фуншала на автомобиле и примерно 45-60 минут на автобусе. Маршрут номер 50. Добраться можно до крайней точки, дальше уже дорога не проложена. Также многие туристические компании предлагают организованные экскурсии в этот район с гидом-проводником. My eyes. No good goodbyes. Полуостров Сан-Лоренсо на острове Мадейра или Святого Лоренцо – идеальное место для хайкинга. Сверху он похож на дракона и идет далеко вглубь Атлантического океана, сужаясь с каждым метром. Это прекрасное место для проведения хайкинг и трекинг маршрутов. Место кажется одиноким и заброшенным, практически без растительности. Горы покрывает трава и небольшое количество цветов. Но на самом деле это место паломничества хайкеров и трекеров. Маршрут средней сложности. То поднимается, то опускается. В общей сложности это 8 километров туда-обратно. Добраться можно на машине, или из Фуншала ходит автобус номер 113. На краю полуострова находится избушка, где периодически можно отдохнуть, сходить в туалет и посидеть в кафе. Но рассчитывайте свое время, много не пейте воды, потому что, как правило, она бывает закрыта большую часть времени.
Маршрут составляет около 8 километров в одну сторону, проходит через живописнейшие пейзажи, подходит любителям пеших прогулок, легкого и среднего хайкинга. В принципе, подойдет для детей и людей пожилого возраста, но есть крутые подъемы и спуски. Но маршрут очень хорошо расположен и оборудован, есть защитные перила. С собой все-таки стоит взять какую-то теплую вещь, потому что полуостров продувается ветрами. Кстати, Сан-Лоренсо – это уникальный природный парк, который был признан природным резервом, чтобы сохранить и защитить его уникальную флору, фауну и экосистему. На севере острова находится небольшой городочек Порту-Маниш. Находится он примерно в 3 часах езды от столицы. Зачем ехать так далеко? Но это того стоит. Во-первых, по дороге вдоль моря, вдоль скал открываются очень красивые виды. Не секрет, что Мадейра – остров вулканического происхождения. И природа распорядилась так, что вокруг острова, и особенно в Порту-Маниш, много природных бассейнов. Камни отгородили океан от этих самых природных бассейнов. Вода заполняется из океана, достаточно хорошо прогревается. И одно из основных развлечений туристов – это быть сбитым волной. Многие специально встают на бортик. Купаться в этих бассейнах приятно в любое время года из-за того, что вода достаточно теплая. Население города небольшое, всего 1700 человек. Поэтому городом его можно назвать с натяжкой. Это приятная рыбацкая деревушка с очень вкусной кухней. Даже елочка стоит при входе в местный океанариум Порту-Маниш. Океанариум в Порту-Маниш совсем небольшой. Вход стоит 7 евро для взрослого человека и 4 евро для студентов и школьников. А вот эту рыбу я даже не заметила, она притворилась камешком. Морским обитателям тоже нужна елочка. Они отмечали Новый год. Купальни в Порту-Маниш – это знаменитое место на севере Мадейры, известное своими природными лавовыми бассейнами, расположенными прямо у океана. Природные бассейны – это одна из главных достопримечательностей региона и популярное место отдыха для местных жителей и туристов. Они образовались в результате вулканической активности. Купальни находятся прямо у океана, и вода в них циркулирует и обновляется благодаря приливам и отливам. Это делает купание особенно приятным, так как вода всегда свежая, чистая и незастойная. Бассейны хорошо оборудованы для комфортного отдыха. Это и безопасные зоны для купания, дорожки, чтобы не поскользнуться, спасательные службы, зоны отдыха и кафе, где можно перекусить. В отличие от стандартных бассейнов, вода в них морская. Купальни – это популярная туристическая достопримечательность на Мадейре. Один из самых ярких аттракционов в Фуншале – это канатная дорога. Их в городе 2. Одна соединяет набережную с горой Монте и ботаническим садом, вторая соединяет набережную и просто гору Монте. Порой высота, с которой можно посмотреть вниз, достигает 500 метров. Одно из ярких впечатлений, когда можно посмотреть на окрестности, на море с высоты практически птичьего полета. Стоимость билетов туда и обратно составляет 20 евро. Но если вы берете билетик в одну сторону,
Билет стоит снизу наверх 14,50, обратно 5,50 евро. И фуникулер работает до 17 часов, потому что потом просто становится темно и уже не очень хорошо видно. Сегодня нам немножко не повезло с погодой, но все равно виды потрясающие. Конечно, когда солнечно и нет туч, все это выглядит гораздо ярче. Вход в ботанический сад при дворце Монте стоит 15 евро на взрослого. Здесь вы сможете за эти деньги посмотреть очень много интересных вещей. Во-первых, много веков создавался этот дворец, и последний владелец Хосе Берардо был увлечен восточной тематикой. Сам по себе дворец представляет из себя белое здание из 3 этажей. В саду собраны разнообразные тропические растения. Есть центральный пруд, большое количество небольших прудиков. Также в саду находятся различные павильоны, и сад является сейчас арт-пространством. То есть здесь можно посмотреть отдельно на португальскую керамику, отдельно посмотреть на материалы, из которых состоит наша земля, то есть кусочки камней, привезенные, и минералов, привезенные из разных стран. Также очень часто проходят временные выставки. Здесь достаточно высокий подъем, то есть спуститесь вы легко, а чтобы подняться, вполне возможно на территории взять небольшую машинку. Также можно увидеть семью фламинго около центрального пруда, который также был спроектирован несколькими поколениями. Но также в парке находится множество маленьких прудиков, тенистых аллеек, мест уединенных. Пространство дворца и сада наполнено различными павильонами разной тематики. И вот один из них наполнен минералами и камнями, привезенными из разных стран. Человечество всегда интересовало происхождение Земли, как она образовывалась, какие процессы происходили. И вот здесь собрание камней и минералов из разных частей света. Вот она, эта самая восточная часть ботанического сада. Этот сад – одно из вдохновляющих и умиротворяющих мест на Мадейре. Там так красиво, каждый найдет для себя то, что ему хочется. Кто-то успокоение, тишину, кто-то вдохновение. Очень рекомендую посетить его. Вот оно, это очаровательное трехэтажное белое здание. И рядом находится центральный пруд. Здесь хорошо поработал ландшафтный дизайнер. На озере Центрального парка живет много живности. Например, серые уточки, белые скандинавские лебеди, черные австралийские. Черных сейчас не вижу, где-то прячутся. Друзья мои, сегодня туман, но выглядит очень красиво, не хуже, чем в солнечную погоду.
Кстати, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Мне это будет приятно, моему блогу полезно, вам будет интересно. Одна из причин, почему стоит побыть на Мадейре некоторое время после Нового года. Потому что новогоднюю иллюминацию здесь выключают 7 января. Не во всех европейских городах это делают. Кульминацией праздника и новогодних торжеств является знаменитый фейерверк в Фуншале. К сожалению, мы его не смогли увидеть из нашей точки в новогоднюю ночь, но украшения города Фуншал, да и всего острова просто потрясающие. Световые инсталляции могут быть посвящены различным темам, от традиционных рождественских до практически современных арт-объектов. Каждый год темы меняются. То это морская тема, то природа, а бывают абстрактные темы. В общем, погулять по новогодней Мадейре приятно, радостно и душевно. Как я вам уже говорил, друзья мои, Мадейра – прекрасное место для отдыха. Хорошая природа, мягкий климат, нет изнуряющей жары. Очень много маршрутов для хайкинга. Есть что посмотреть. Кстати, есть даже музей, но в этот раз у меня не было возможности посетить музей. Да, собственно, и не хотелось. Хотелось наслаждаться природой. И вот я на одной из смотровых площадок, которых здесь очень много по всему острову. С этого Мирадора виден аэропорт имени Криштиану Рональду. Кстати, для того, чтобы посадить здесь самолет, пилот должен быть очень профессиональным. Во-первых, здесь маленькая взлетно-посадочная полоса, которая обрывается прямо над морем. Во-вторых, здесь очень часто ветра. И чтобы действительно посадить самолет, надо быть профессионалом. Из-за ветров очень часто рейсы отправляют обратно на материк. А моя очередная поездка, очередное путешествие подошло к концу. Очень вам рекомендую однажды встретить Новый год на Мадейре. Очень все красиво, вкусно, интересно, не скучно абсолютно. С вами была Галя Карен. Подписывайтесь на мой канал. Вы узнаете много нового интересного. И я вас прошу, пожалуйста, напишите, о какой стране, о какой поездке хотели бы вы еще узнать от меня. Я буду стараться сделать вам приятное.